Был вопрос задан, кто хочет ехать на Украину восстанавливать дома. Ну, вы такой доверчивый человек, то есть вам говорят, поедете строить дома за 200 тысяч рублей. Только не ожидали такой войны. То, что артобстрел будет вестись и по нам тоже. Причем это с нашей стороны. Свои украли Да. вас на передовой автомат? Да. Был штурм, по радийке сообщили, что к нам вплотную приблизились 5-6 противников. Сколько вас было? Сколько всего в плен было взято? Дошло сюда? Здесь я знаю, из-за чего воюю. Здесь за свободу воюю, за свою воюю. А мы за что воюем? За какую-то правду, за какую правду? Я видел эту правду. Это неправда. Я Валеев Тахир Дамирович, 22 апреля 1983 года рождения. Откуда вы? Я с республики Башкортостан, город Уфа. Почему вы поехали воевать против Украины? Я отбывал наказание в исправительной колонии номер 16. Был вопрос задан, кто хочет ехать на Украину восстанавливать дома, то есть работать. Но мы вызвались 8-9 человек где-то. Вот. Ну, по приезду... Что сюда, мы пообещали за это? за это заработную плату хорошую в размере 200 тысяч рублей. Пообещали помощь детям, родственникам, ну и то, что помилование будет. А у вас, вы за что, за какое преступление сидели? 228 наркотические вещества употребления. Ну, вы такой доверчивый человек, то есть вам говорят, поедете строить дома за 200 тысяч рублей. Это раз в 5 больше, чем зарплата, наверное, там в Уфе. Ну, не в 5 раз, но, по крайней мере, выше. Ну, значительно Вот, выше. и плюс еще то, что помилование как бы списывается с тебя все черные пятна. То есть понимали, что на самом деле не на стройку едете? Ну, практически, да, уже потом. Вот. Министерство обороны, оно ж стройкой не занимается. Ну да. Угу. Ну и что произошло после того, когда это было? Когда вы заключили такой контракт? Контракт заключили 22 мая, мы выехали 22 мая, по приезду 23 мая мы приехали здесь, были уже в Донецке. Вот. Нас одели, выдали автоматы на второй день, было обучение на полигоне. Сколько длилось обучение? 2 недели. А почему вы не сбежали, не ушли оттуда? Почему вы выполняли такие опасные, пошли выполнять опасные задачи на передовую? Это явно не стройка, и это опасно. Ну да, согласен. Было сказано так, то, что кто заднюю сдаст, будут расстреляны. В какое подразделение вы попали? Подразделение «Шторм». Какая у вас была должность? Я присутствовал в группе резерва, потом меня перечислили в группу эвакуация. То есть я должен был эвакуировать 300-х и поддерживать их БК. Вот. Но получилось так. Первый выход мой, я 300-х оттащил, снял с себя всю бронь, то есть, чтобы я налегке был, чтобы мне легче. Это я в безопасное место оттащил 300-х, снял бронь, автомат положил. У меня его украли еще же, свои же. Вот. Свои украли Да. у вас на передовой автомат? Да. То есть, ну, может, не украли, они, может, пошли как бы на выполнение задачи и схватили мой автомат. Такое тоже может быть, не исключаю. Вот. Но факт в том, что его не было. А за это у нас тоже наказуемо. Какое наказание за утерю оружия в отряде «Шторм Z»? Наказание, то есть выплата полностью оружия. Я не знаю, сколько стоит он, сколько чего, не говорили. Полностью ущерб надо было возместить. Ну, плюс еще какие-то, наверное, там, я не знаю, наказание штрафа, там еще что-нибудь. Угу. То есть пообещали 200 тысяч, но они у вас быстро закончились, я так понимаю. Я скажу так, то, что они вообще не выплачивались. У нас за месяц ребята получили кто по 11, кто по 12 тысяч. Все. И то на эти деньги они покупали себе форму. Ну, вот.
одежду, перчатки, там буквально ботинки, потому что в этих кирзачах невозможно ходить. Они тяжелые, натирали ноги ребята. Было все сложно. Когда вы попали на фронт и на какой участок? Так, на фронт я попал, это как по приезду сюда, через 2,5 недели. Мой первый выход был. Начался очень жесткий обстрел по нам. И Это был июнь, май? Это уже был июнь, начало июня, да. Это было где-то приблизительно 5-6, так. Вот. Это было не водяное, а на опытном. Это вот мой первый выход. По приезду, как нас с мотолыги уже сбросили, начался жесткий обстрел уже. Сразу вот. То есть дорога была уже обстреляна. Но нам повезло, мы добрались до нужного помещения в укрытие, до эвакуационного. Вот. Потом мы побыли там где-то 3-4 дня и вышли уже на другой выход, то есть на штурм. То есть мои ребята пошли в штурм, по группам также распределены были. Я в группу эвакуации. Что было объектом атаки? Куда вы выдвигались? Объект атаки надо было захватить как бы лесопосадку, так скажем, и закрепиться там. Вот. Но как шла атака, какие результаты? в атаке много погибших было и много трехсотых. Очень много бойцов потеряли, ребята положены там. Вот. Что самое страшное, у нас до сих пор лежат там 200-е. Мы когда попали в блиндаж уже, мы заменили 3 ребят. Мы пришли, я со своей группой, с 4, вместе со мной 5 человек. Мы пошли, была задача занять позиции, достать 300-х, они возле танка были. Тяжелые ранения были, но, к сожалению, они задухсотились, так как ранения были несопоставимые с жизнью. То есть вы шли доставать раненых, они все были убиты уже? Они были уже, то есть уже было поздно. Нам приказ был уже дан, уже после 2 суток прошло, как они уже были ранены. Ранения были очень серьезные. Одному ногу оторвало, другому разорвало ягодицу, и обломки залетели там под позвоночник, под броник. То есть вариантов выжить не было. Если срочно, только эвакуация нужна была. Вот. С нами были еще 4 союзника, мы их оставили на позиции. Союзники это кто? Я не знаю, даже я их первый раз видел, не знаю, откуда они. Мне был приказ сопроводить их, нас птичка сопровождала, и по информации мне надо было их оставить на позициях. Я их оставил на позициях и свою группу повел дальше уже за 300-ми. Вот. Как мы подошли уже к блиндажу, начался также огонь по нам. Очень плотный огонь. Я в блиндаж, еще один со мной, мы вдвоем были, 3 в другой блиндаж. Мы просидели там сутки, 12 часов просидели. По рации мне сообщили то, что их надо заменить будет, 3 человек, этих наших ребят. Я им указал дорогу по тропе, по безопасной, как они могли бы уйти. Нас должны были заменить через сутки. Но этого не произошло. Позавчера был штурм на нас. Сказали то, что 3-4 человек подходит к нам в блиндаж, надо отбиться. На блиндаже нас осталось 2. Вот. И плюс рядом еще блиндаж, там был 3, 5 человек. Где 3 были, они даже не в курсе, потому что так как радейка у меня была. Вот. А я не мог им сообщить, как птичка нам не давала. Постоянно только я высунусь,
по нам открывался огонь. Вот. Потом, как произошло, то есть я доложил, откуда бьется обстрел, открыли огонь уже по участкам, откуда шел обстрел. Обстрелы потом где-то минут через 20-30 прекратились. Мы переночевали одну ночь, день прошел. Также обстрелы велись иногда. Вот. Была возможность подойти к своим ребятам, где трое были в другом блиндаже, узнать, как у них состояние, как вообще они себя чувствуют. Спросил, у них не было ни воды, ни пищи, у нас тоже не было ни воды, ни пищи. То есть мы почти 3 суток без воды и пищи были. И до нас ребята тоже так же сидели. Когда ребята еще сидели до нас, была возможность как-то пройти по окопам, где-то найти воду, там полбаллона. Я ходил я один ходил, рискуя жизнью, и давал им попить и туда-сюда. Вот. А вчера у нас был шторм на нас утром, это в 5 часу вроде бы, если я не ошибаюсь. Был шторм. По радийке сообщили, что к нам вплотную приблизились 5-6 противников, и надо было дать отпор. Я со своим напарником хотели выйти из блиндажа, по нам открыли огонь, мы обратно зашли. То есть потом далее мы укрылись уже подальше, вглубь блиндажа зашли, и раздался голос, что ребята, если хотите ли вы жить? Мой напарник сказал, да, хотим, и ребята другие сказали что выходите, обещаем, с вами ничего не будет, будете жить, накормим, напоим, все, выходите без оружия. Мы вышли, себя сняли броники, автомат оставили, все. Сказали что в блиндаже больше никого нет. В другом блиндаже также все было, но один вышел с автоматом, и его расстреляли. Вот. Потом мы вчетвером соединились в группу. Нас начали отводить, отступление вести уже от этого места. Когда мы начали выходить с окопы, в повороте наши двое и один человек противника, они подорвались на растяжке. Сразу 3 погибших 200-х, то есть царство им небесное. И моего человека еще тоже ранение зацепило его. Сколько вас было? Сколько всего в плен было взято? Дошло сюда? Нас было 9 человек. 4 я стоял там, а потом 5. Мы в итоге добрались вдвоем. Нас 2 осталось. По прибытию сюда нам оказали медицинскую помощь, обсмотрели, напоили горячим чаем, успокоили нас, что переживать нечего, вас никто не убьет и трогать, бить, то есть не будет. Вот. Дали поспать, мы выспались. Сегодня утром встали, также подошел доктор, опросил нас, как самочувствие. Мы ответили, все хорошо. Также накормили, напоили нас. Какие потери были у вашего штурмового отряда Z за тот месяц, который вы воевали здесь? Потери были огромные. Порядка в первый выход нас пошло 70 человек, где-то 77. Мы потеряли почти 30 бойцов. Погибшими? Погибшими. Не погибшими, 300-ми, это с 300-ми. Угу. Погибших было где-то порядка 16. Была уничтожена разведывательная группа, один выживший только. Штурмовая бригада, там 2. И гранатометчики, пулеметчики еще были. Вот. Сколько всего таких атак, в которых вы принимали участие? Это была 3-я атака. Также был с нашей стороны шторм, хотя мы об этом не были предупреждены, просто закинуты
за 300-ми дальше указаний не было никаких. Было указание только сидеть, закрепиться в блиндаже и ждать указаний дальнейших. Должны были нас поменять, смену. Вот так этого не произошло. Как воюют вообще вот заключенные, насколько грамотно воюют, и нет ли желания у людей просто сбежать с этой войны? Знаете, я скажу так, вот у заключенных дух очень сильный. Они только не ожидали такой войны. То, что артобстрел будет вестись и по нам тоже. Причем это с нашей стороны. Вот. А артобстрел по вам с вашей стороны? Да, было и такое. То есть своя артиллерия накрыла вас? Мы, получается, как должны вывести ВСУ на себя атаку. И когда они уходили атаку, по нам били. И ВСУшники, и мы били также. И все это получалось в одной каше. То есть это было и по нам наши стреляли, и ВСУшники по нам стреляли. Вот так вот получалось. Сколько осталось от вашей роты после месяца на передовой и 3 атак? Со 140 человек где-то примерно осталось 50. Большинство и погибшие, и раненые. 50 на 50. Очень много 300-х. Очень. Вот. Есть и тяжелые, очень тяжелые. Но есть и легкие. Вот. После этих случаев ребята уже, то есть, дух падает. Они не знают, за что воюют. Ну, не знают, какая цель у них вообще. То есть нам говорят, идите туда, закрепитесь, атакуйте, все. А какова цель конкретная, ничего не говорят. Как здесь первые сутки в плену? Начало было тревожно. Я не понимал, что будет. Сейчас понимаю то, что ВСУшники, относятся к нам по-человечески. Вы хотели бы попасть на обмен, вернуться в Россию? Да, конечно. Да. И там вам нужно досиживать в тюрьме, насколько я понимаю. Согласен, да и бог с ним. Эта война не наша. Скажем, а если не опять наша скажут, война. иди довоевывай? Я откажусь. Я откажусь ради родственников, что. Потому что и здесь я понимаю то, что здесь не та война. Не такая неправильная. Когда люди бьют по своим, это неправильно. Когда они просят воевать за свое и бьют же по своим же, это неправильно. Много погибает детей, мирных жителей погибает. Я все это видел, как плачут. Это очень больно. Мирные люди со стороны ВСУшников, вот, я видел, которые даже нам златы не хотят. Которые, говорят, уходите, пожалуйста, отсюда, и все будет нормально. Вы нас не трогайте, и мы вас трогать не будем. Эту войну можно в любое время прекратить. Здесь я знаю, из-за чего воюю. Здесь за свободу воюю, за свое воюю. А мы за что воюем? За какую-то правду, за какую правду? Я видел эту правду. Это неправда. Это обман. Я не хотел бы. Может, люди там будут говорить, почему, что ты врешь. Если не верите, придите, да проверьте. Вот и все. Кто не верит, идите сюда и проверяйте. Вот так, что я хотел сказать.